Нам кажется, что научно-технический прогресс движется поступательно, от простого к сложному. Ну что ж, давайте взглянем на эти уникальные изобретения. Начнем с поистине фантастической машины. Ее стоит показать хотя бы из-за ее потрясающего внешнего вида. Она словно выскользнула в наш мир прямиком из игр, где правят стимпанк и дизельпанк. Но она действительно была именно такой, с паровой и дизельной силовыми установками. А кроме этих агрегатов в конструкции машины присутствовала кажущаяся нереальной в начале прошлого века электрическая трансмиссия. История этого аппарата такова. В 1889 году пожарная служба города Нью-Йорка получила в свое распоряжение уникальный механизм – паровой насос, да не обычный, а поистине гигантский. Это обуславливалось тем, что город начал расти вверх, появились первые небоскребы, на верхних этажах которых тоже случались пожары. Ручные насосы не справлялись, напор воды требовался нешуточный. Не помогали и маломощные паровые насосы. Новый насос решал задачу доставки воды к месту возгорания, но вот на чем доставлять сам насос к местам пожаров, если учесть, что весил он 9 тонн? 8 тяжеловозов, запряженных в специальную тележку, с трудом, но справлялись, а вот развернуться с такой упряжкой удавалось не всегда. Американские инженеры предложили выход – использовать паровую машину насоса как движитель. За приличную по тем временам сумму $7000 был сконструирован настоящий монстр – самоходный паровой автомобиль-насос. И он был хорош, ездил быстро, довозил насос куда нужно, и всего одно «но» было у этого механизма. Как бы быстро ни ехал автомобиль, до его старта проходило довольно долго времени. Паровая машина требовала определенного давления для начала работы, а котел грелся не мгновенно. Получается, что присказка «спешить как на пожар» в этом случае была черным юмором. И вот в 1908 году нью-йоркский паровой насос получает глобальный апгрейд. Для оперативности в конструкцию устанавливают бензиновый двигатель внутреннего сгорания. Причем не просто устанавливают, а в симбиозе с имеющимся паровым. Поскольку паровой котел интегрирован в привод задних колес, переделывать его сложно, и бензиновый используют передний привод. Но и это не все. Было принято еще одно фантастическое нововведение – электротрансмиссия. Она решала трудности с размещением сцепления и коробки передач, сконструировать и разместить которые в выделенном пространстве не удавалось. Двигатель, имевший 6 цилиндров, использовался для того, чтобы крутить генератор, а тот передавал ток на электродвигатели привода передних колес. Получалась уникальная конструкция, а если принять во внимание, что паропривод тоже иногда мог включаться в работу, превращая паро-бензоэлектронасос в полноприводный аппарат, то машина была абсолютно фантастическая. По слухам, машина, проработав много лет, все же была списана и продана в частную коллекцию какому-то счастливчику. А вот отечественная разработка, правда, реализованная в Англии. Фантастический двухколесный гироавтомобиль графа Шиловского. Коротко мы уже показывали его в одном из наших видео, но сейчас добавим деталей, о которых мало кто знает. В 1914 году в Лондоне был показан весьма занимательный автомобиль. Он был рассчитан на 4 человек. Под капотом набирающий популярность бензиновый ДВС, а вот колес под машиной было всего 2. Располагались они как у велосипеда, но устройство не падало даже стоя на месте и при движении малым ходом. Изготовил замечательный механизм русский изобретатель граф Петр Петрович Шиловский, между прочим, бывший губернатором Костромы. Особого секрета из своего устройства Шиловский не делал. Равновесие его автомобилю обеспечивал раскрученный маховик, создававший эффект гироскопа. При общем весе автомобиля около 2750 кг маховик был изготовлен из металла толщиной 12 см и диаметром в метр. Пара 50-килограммовых маятников помогала избежать перекоса. Раскручивал маятник специальный электромотор, питавшийся от основного двигателя. Интересно, что первоначально Шиловский предлагал свое изобретение на родине, но был крайне разочарован реакцией властей. Тогда он предложил концепцию своего устройства автозаводу Wolseley Motors в 1912 году, получил согласие и спустя 2 года продемонстрировал автомобиль публике. Как бы ни были удивлены люди, как бы ни старались опрокинуть или раскачать устройство, автомобиль не проявлял склонности к опрокидыванию. Осмелев, люди стали пробовать кататься на авто, меняться на ходу местами. Гироавтомобиль проявлял чудеса устойчивости и надежности. Изобретатель запатентовал свой механизм в Англии и России, но грянувшая Первая мировая, а затем Октябрьская революция поставила крест на планах Шиловского по производству своих машин. Граф уехал в Россию, где советская власть поначалу приняла его замечательно, даже выделила средства на разработку паровоза с таким же устройством, как и авто. Но затем граф все же был вынужден уехать снова в Англию, где умер после Второй мировой войны в бедности. Первый рабочий гироавтомобиль был закопан под землю, чтобы предотвратить уничтожение во время военных действий. В 1938 году уникальное авто было откопано, отреставрировано и 10 лет стояло как экспонат в музее завода Wolseley. А затем было признано не имеющим ценности и пущено на металл. Петр Петрович Шиловский разработал также массу других интереснейших изобретений. Курсоуказатель с гироскопом для самолетов.
Он носил название «Ороскоп». Его устанавливали, например, на сверхтяжелого Илью Муромца. А еще и механизм для стабилизации орудий для судов. Но он вновь был отдан англичанам, так как на родине не вызвал интереса. Кстати, маховик в советское время изобретатель Нурбей Гуля использовал в качестве накопителя энергии. Накапливать и отдавать энергию в таком системе просто. Разгон, зарядка, остановка, вывод мощности. Узкое место такой системы — энергоемкость. Можно повысить использованием современных композитных материалов. Это перспективное направление сейчас разрабатывается во многих странах. Если тема интересная, дайте знать лайком и комментарием под видео, расскажем об этом в ближайших выпусках. Ну а пока идем дальше и сделаем небольшой шаг в сторону от автомобильной тематики. Что вы скажете по поводу цветного факса, который был изобретен и серийно производится 150 лет назад? В середине 19 века передача изображений на расстоянии казалась верхом научной мысли. Первым факсом можно признать устройство шотландца Александра Бейна, сделанное и запатентованное им в 1843 году. Но его телеграфный аппарат, передающий изображение, не нашел применения. Прошло больше 10 лет, прежде чем аббат Джованни Казелли снова попробовал продемонстрировать подобное устройство – пантелеграф. Произошло это в 1855 году во Флоренции. Вот образец и копия изображения, полученного с помощью пантелеграфа. Надо сказать, что каждое устройство работало и на прием, и на передачу. У аппарата была возможность, изменяя длины рисующих перьев, увеличивать и уменьшать масштаб рисунка, а усовершенствованный аппарат мог даже передавать до 4 разных цветов в рисунке. Реплику пантелеграфа можно увидеть в Миланском музее науки и техники. Через 10 лет, в 1865 году, 4 аппарата Казеля работали на 2 линиях – Париж-Лион и Париж-Гавр. Кстати, стоимость одного составляла около 100 тысяч франков. Тем не менее, это было до того фантастически ново, что практически вся Европа закупила новинки, и даже в России работала одна линия пантелеграфа. Разумеется, Москва-Петербург. Более того, рассматривалась возможность закупки 20 таких аппаратов, но Морзе и его аппараты были проще, дешевле и быстродейственней. Борьба была проиграна, даже не начавшись толком, и следующая попытка изготовления факса произошла уже в 20 веке. Но вернемся к автомобилям и посмотрим на электромобиль Николы Теслы. Что это, эксперимент, которого не было, или прорыв, который не случился? Биографы великого Николы Теслы очень неохотно пишут об этом, хотя есть немало свидетелей, газет и даже документов, подтверждающих то, что в 1931 году гений механики и электрики переоборудовал обычный автомобиль с ДВС, превратив его в весьма эффективный электромобиль. Надо отметить, что это был не первый автомобиль, оборудованный электромотором. Такие машины делали и раньше, но мода на них весьма быстро прошла. Бензиновые моторы были мощнее, при меньших габаритах, ведь не надо было устанавливать тяжелые аккумуляторы. К тому же нефтедобытчики всячески поощряли продвижение двигателей внутреннего сгорания. Тем не менее, вскоре на улицах Нью-Йорка появился обычный с виду автомобиль марки Pierce Arrow. Только вот взглянув под капот, любой желающий непременно удивлялся. Вместо обычного двигателя стоял электрический, развивающий 1800 оборотов в минуту и мощность 80 лошадиных сил. Это был весьма солидный агрегат, около метра в длину и 80 сантиметров в диаметре. Никаких источников питания заметно не было. Источник питания собрал Тесла в номере гостиницы собственноручно, скупленных тут же в магазине радиодеталей. Точно известно о проводах, резисторах и 12 радиолампах. Источник был размещен в обычной деревянной коробке 60 на 30 на 15 сантиметров с парой выступающих наружу стальных стержней около 8 сантиметров длиной. Крайне обеспокоенный за сохранность тайны своего изобретения, Тесла собирал все один. Когда все было готово, Никола забрался в кабину, закрепил коробку за водительским сиденьем, подключил провода и произнес фразу, которая попала в газету на первую полосу. «Теперь у нас есть энергия». А потом Тесла нажал на акселератор, и машина поехала. Целую неделю это авто мчалось по улицам Нью-Йорка, развивая порой скорость около 150 км в час. Разумеется, газетчики осаждали изобретателя с вопросами. Самым популярным был «Откуда же все-таки энергия?». Тесла улыбался, показывал по сторонам и отвечал, что прямиком из эфира. Тайна электромобиля канула вместе со смертью гениального изобретателя, но до сих пор выдвигаются гипотезы. Что же показал в 1931 году Тесла? Электромобиль, говорят одни, а энергия подавалась с одного из высокочастотных генераторов Тесла. Другие утверждают, это разрабатываемая Теслой безлопастная турбина, газовая или бензиновая. Есть гипотеза и об использовании Теслой магнитного резонанса Земли, и даже гипотеза о том, что этого эксперимента на самом деле не было. Аллегорическим символом этого случая можно считать черные лампы. Если нет идей, зачем такие нужны? Загляните в комментарии. А у нас на сегодня все. До встречи в следующих выпусках на нашем канале. Пока.